Привет, мой друг! Я так рада, что ты задумалась о том, чтобы превратить свою любовь к домашним заготовкам во что-то большее. Представь свою кухню, теплую, наполненную сладким ароматом варящихся фруктов или пикантным запахом специй для солений. Это не просто приготовление еды, это создание радости, баночка за баночкой. Начать свой бизнес с домашними консервами, такими как варенье, соленья или даже чудесные квашеные продукты, может быть очень стоящим делом. Даже если ты только начинаешь, этот путь открыт для тебя. Подумай об удовольствии видеть, как твои собственные творения стоят в ряд, сверкая в банках. Такой бизнес строится на увлеченности и любви к хорошей, настоящей еде. Тебе не нужна огромная фабрика или сложный бизнес-план, чтобы начать. Многие замечательные бизнесы начинались прямо на кухонном столе, с несколькими простыми рецептами и большой душой. Прелесть домашнего консервного бизнеса в его простоте и доступности. Давай наденем фартуки и окунемся в этот чудесный мир. Знаешь, сейчас люди по-настоящему изголодались. И я не только о вкусном перекусе. Люди ищут связи, ищут настоящее, то, что сделано с заботой. Вот почему твои домашние заготовки так особенны именно сейчас. В мире, полном продуктов массового производства, баночка твоего домашнего варенья или порция твоей заботливо заквашенной капусты – это нечто особенное. Она рассказывает историю. Ох, какие же вкусности ты можешь создать на своей кухне, чтобы поделиться ими с миром. Возможности безграничны, как твоя фантазия. Начнем с классики соленья и пикантные закуски. Подумай о хрустящих соленых огурчиках с укропом, сладких маринованных огурчиках или даже острой маринованной стручковой фасоли. И не забудь про яркий кукурузный релиш или пикантный релиш из кабачков. Затем идут сладкие радости варенья, джемы и мармелады. Кто устоит перед ложечкой домашнего клубничного варенья на теплом тосте или яркого цитрусового мармелада? Желе, приготовленное из фруктового сока, имеет более нежную текстуру, а конфитюры и фруктовые пасты дарят более насыщенный, концентрированный фруктовый вкус. И не будем забывать об увлекательном мире квашеных, ферментированных продуктов. Такие вещи, как квашеная капуста, кимчи и квашеная морковь, набирают огромную популярность, и не зря. Они полны вкуса и полезных пробиотиков. Приготовление их дома позволяет контролировать уровень соли и смеси специй, создавая поистине уникальные квашения. Твоя кладовая может действительно стать сокровищницей вкусов, готовой радовать твоих покупателей. Начать свой бизнес по производству домашних заготовок не означает, что нужно бежать и покупать кучу навороченного, дорогого оборудования. Ты удивишься, сколько всего у тебя, скорее всего, уже есть на кухне или что можно приобрести довольно недорого. Самый важный инструмент, конечно, это хорошая, прочная кастрюля с толстым дном. Большая кастрюля с толстым дном необходима для уваривания варенья и для стерилизации банок на водяной бане. Тебе понадобится такая, чтобы в нее помещалось несколько банок одновременно, и чтобы вода не расплескивалась повсюду. Далее, тебе понадобятся банки и крышки для консервирования. Стеклянные банки для консервирования – это стандарт, и они бывают разных размеров. Начни с распространенных размеров, например, банок объемом 250 мл или 500 мл, которые отлично подходят для варенья и солений. Всегда используй новые крышки для закатывания, так как они предназначены для одноразового использования, чтобы обеспечить безопасное и правильное укупоривание. Что касается ингредиентов, начни со свежих качественных продуктов. Вот где по-настоящему начинается вкус. Может, с собственного огорода или от проверенных фермеров. Процесс приготовления домашних заготовок – вот где происходит настоящее волшебство. Давай поговорим, например, о приготовлении варенья.
Обычно все начинается с красивых, спелых фруктов. Ты их помоешь, нарежешь, а затем смешаешь с сахаром и, возможно, добавишь немного лимонного сока для яркости вкуса и пектина для загустения. Эта смесь будет тихо кипеть в твоей большой кастрюле, наполняя кухню самым чудесным ароматом. Ты будешь часто помешивать, наблюдая, как она густеет и преображается. Главное – довести до нужной консистенции, чтобы оно идеально застыло в банке. А теперь давай поговорим о соленьях. Обычно это включает подготовку овощей – огурцов, моркови, фасоли, чего угодно. Их нужно помыть и нарезать. Затем ты приготовишь рассол, обычно это смесь уксуса, воды, соли и сахара, вместе с твоими любимыми специями для засолки. В результате получается банка, полная пикантных, хрустящих вкусностей, которые со временем становятся только лучше. Прямо как наши знаменитые бочковые огурцы. Как только твои полки заставлены красивыми баночками с домашними вкусностями, пора поделиться ими с миром. Один из самых простых способов начать продажи – через социальные сети. Сделай красивые фотографии своих продуктов. Еще один путь – это местные фермерские рынки или ярмарки рукоделия. Эти мероприятия идеально подходят для демонстрации твоих домашних продуктов. Будь готова пообщаться с людьми и рассказать им о своих ингредиентах. А теперь давай поговорим о самой приятной части. Сколько на самом деле можно заработать на своем бизнесе домашних заготовок? Важно быть реалистами, но также видеть замечательный потенциал. Твоя прибыль будет зависеть от нескольких ключевых факторов стоимости ингредиентов, упаковки, твоего времени и цены, которую ты установишь на свои продукты. Начни с тщательного расчета себестоимости каждой баночки. Это включает фрукты или овощи, сахар, уксус, специи, саму банку и крышку. Не забудь учесть и небольшие расходы на коммунальные услуги. Знание своих затрат – это первый шаг к ценообразованию для получения прибыли. Распространенная стратегия ценообразования – продавать продукт в 2-3 раза дороже его себестоимости. Сумма, которую ты сможешь заработать, естественно, будет расти вместе с объемом производства и продаж. Если ты расширишь ассортимент, добавив соленья, соусы, и будешь регулярно участвовать в ярмарках, объем продаж может значительно вырасти. Сосредоточься на создании высококачественных продуктов, которые полюбятся людям, и они будут возвращаться снова и снова, да еще и друзьям расскажут. Сарафанное радио – лучшая реклама. Чтобы твой бизнес домашних заготовок процветал, есть несколько секретов, которыми я поделюсь. Всегда ставь качество на первое место. Используй самые свежие ингредиенты. Покупатели почувствуют разницу. Не экономь на качестве. Гордись каждой баночкой. Эта преданность качеству создаст доверие. Люди сначала едят глазами. Простая, привлекательная упаковка важна. Выбери красивые баночки и разработай этикетки. Ну вот, мы немного заглянули в чудесный мир создания и продажи домашних заготовок. Надеюсь, ты чувствуешь вдохновение и готова сделать первые шаги. Помни, каждое большое приключение начинается с одного решения – начать. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. У тебя есть уникальный талант, особая искра на кухне. И есть люди, которые ждут, чтобы попробовать любовь и заботу, которые ты вкладываешь в свои творения. Не позволяй страху или сомнениям помешать тебе поделиться своим даром. Этот путь – это гораздо больше, чем просто бизнес. Это о связи, творчестве и радости. Подумай о простом удовольствии превращать свежие ингредиенты во что-то поистине восхитительное, что-то, что вызывает улыбку на чьем-то лице. Это дорогого стоит. Твоя кухня может стать местом бесконечного творчества, мастерской, где ты создаешь съедобное искусство. Мечтаешь ли ты о небольшом дополнительном заработке, который приносит немного денег и много удовлетворения? Или, возможно, о более серьезном деле в будущем? Все начинается с первой партии, первой ярмарки, первого счастливого покупателя. Вперед, начинай! У тебя все получится!